Всем привет! Давайте разберемся с тем, как качественно снимать на видео сварочный процесс. Самый простой вариант — это, конечно, взять смартфон или экшн-камеру и снимать через фильтр сварочной маски. Но результат при этом получается не очень хорошим. Для получения хорошего результата потребуется техника посерьезнее. То есть нужен или фотоаппарат с возможностью ручных настроек видеосъемки, или приличный хэндикам. То есть, если говорить упрощенно, то чем лучше матрица и электроника у камеры, тем лучшего результата можно будет добиться. Я использую вот такую камеру, это Sony Alpha 6300, в комплекте с объективом 18-135. В принципе, комплект не самый навороченный, но позволяет добиться очень хорошего результата. Так же, как и человеческому глазу, для съемки сварочной дуги камере потребуется световой фильтр. Самый простой вариант — это использовать обычные стеклянные сварочные фильтры. Стоит такой вариант недорого, но, по-моему, у этого варианта есть один серьезный минус. То есть все сварочные фильтры идут с каким-либо цветовым оттенком. Этот оттенок полезен для глаз при сварке, то есть во время сварочного процесса будут из-за него меньше уставать, но плохо смотрится на экране монитора. Для натуральной цветопередачи можно использовать ND-фильтр, то есть фильтры нейтральной плотности. Такие фильтры уменьшают поток света, но при этом не влияют на цвет. Для съемки сварки на небольших токах хватит фильтр с плотностью 400, а для токов свыше 100-150 А потребуется фильтр с плотностью 1000. Для удобства также можно использовать фильтры с переменной плотностью. Работают они вот так. Проворачиваем ободок, меняется плотность и степень затемнения соответственно. В принципе, фильтры не обязательно покупать какие-то дорогие. К примеру, это фильтр Zomi, куплен на Алиэкспрессе, стоит $15. Там сильно, по-моему, не стоит заморачиваться, там на сварке вы особо разницы не увидите. Из технической части для качественной съемки потребуется еще хороший свет. Чем меньше будет разница в освещенности между фоном и дугой, тем легче будет камере справиться с задачей, то есть легче будет получить хороший результат. Я использую два диодных светильника мощностью 50 и 100 Вт, но если есть возможность, лучше использовать что-то посерьезнее. Переходим к настройке камеры. Съемка сварки достаточно сложный процесс, поэтому лучше использовать ручные настройки. Приведу как пример настройки своей камеры. Диафрагма f8. При таком значении получаем достаточно большую глубину резкости, но при этом не страдает качество изображения. Выдержка. В целом стоит придерживаться стандартного правила видеосъемки, что выдержка должна равняться удвоенной частоте кадров. То есть, к примеру, я снимаю в системе PAL с частотой 25 кадров в секунду, поэтому оптимальной выдержкой будет 1/50. Если вы снимаете в системе NTSC с частотой 30 кадров в секунду, то оптимальной выдержкой будет 1/60. Светочувствительность ISO вариативная. С помощью ISO настраиваем экспозицию, то есть количество света в кадре. В зависимости от силы тока и желаемого результата значение может меняться. Далее в видео будет наглядный пример. Для понимания процесса лучше, конечно, изучить основу видеосъемки, но если вам не хочется с этим заморачиваться, то просто используйте настройки, которые я предложил. Как пример, съемка тик-сварки, переменный ток 80 А, ND-фильтр 400, настройки камеры, как я описывал раньше. ISO 400. Если хотим получить более детальное изображение дуги сварочной ванны, то значение ISO можно уменьшить. Если нужно показать фон, а детализация дуги не очень важна, то значение ISO можно увеличить. Максимальную детализацию дуги и сварочной ванны возможно получить только при использовании специализированной камеры. Но это уже совершенно другая история и совершенно другие деньги. Для хоббийной съемки или съемки для YouTube без такой камеры вполне можно обойтись. В принципе, это все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо за просмотр.